Что это? Вернемся в лагерь по этой тропе. Я могу помочь с лианами. А теперь вонзи клинки в сияющие лианы и зажги. Твой брат, кажется, не против твоего возвращения. Он, я думаю, был бы только рад, если бы все вернулось на круги своя. И ответственность легла бы на мои плечи. Передай Одину привет. Ты умело используешь свой гнев. Ну, что имеем, тем и обходимся. Не то чтобы я хочу злиться на Фрейра. Он мой брат. Половину моей жизни он был для меня важнее всех на свете. Это те же растения, что мы видели раньше. Холод быстро справится с их ядом. Их слишком много. Думаю, стоит действовать по-другому. Попробуй печать. Печать теперь сможет удержать лед. Прекрасно.
ходячие огни. Мощные воплощения рунической магии. Смогу ли я снова назвать это место своим домом? После всего, что было. У нас нет нужного снаряжения. Сколи Хати в Ванахейме? Оказалось, великаны спасли их от Одина и спрятали здесь. Смотри. Солнце пробудило корни. Видишь, как они тянутся ему навстречу? Разве это не чудо? Совсем не то, что снежные поля Мидгарда, к которым я уже привыкла. Переселение на восток. Все, как мне запомнилось. По крайней мере, этот мир не растерзали хищники и захватчики. Здесь есть еще за что бороться. Есть что защищать, несмотря на понесенный урон. Может, тоже относится и к Фрейру. Ничего не получится, пока не уничтожить мать. Это такая большая луковица, ты поймешь. Что это? Я не знаю. Но ее точно сделали великаны. Здесь два волка. Наверное, они как-то связаны с нашими друзьями на небе. Пока что это останется загадкой. Я могу пробить их щиты печатями!
Они лишились защиты! Это мой враг! Сзади! Вперед! Этот последний. Я так давно видела Фрейра в последний раз. Даже не знаю, с чего начать. Чего ты от него хочешь? Сперва извинений. Я хочу его простить. Хочу верить, что он изменился. У меня больше никого нет. А ты просил прощения у Деймоса? Трудно искать прощения, когда чувствуешь себя недостойным. Как нам перебраться? Стрелы печати могут перенести огонь на тот берег и поджечь кусты. Прощение дарует силу, кем бы ты ни был. Этому меня научила жена Фэй.
Ну, тебе хоть есть кого вспомнить с теплотой. Likarmer Petrias Gardason. Regi Feta Rofi. Враги слева! Бей щитом! Живо! Палка! Хорошо! Это работает! Враги слева от тебя! Все, чему меня научил мой бывший супруг, это то, что нет предела тому, как глубоко душа может погрязнуть во тьме. Я вышла за него, чтобы спасти свою родину, но он все равно ее забрал, развеял мой народ по ветру. Может, пора положить этому конец? Может, пора кому-то осуществить пророчество Гро? Фрейя, я не хочу войны. Война — страшная вещь, Кратос. Но есть нечто пострашнее. Если Атрей ринулся навстречу Рагнарёку, сможешь ли ты его остановить? Смогу. А если нет? Я научил его выживать без меня, если придется. Берегись растений. Я им нравлюсь, а чужаков они не любят. Понятно. Думаю, надо попробовать ее сжечь. У нас нет нужного снаряжения. И чем ты займешься, раз не подготовкой к войне?
И я не знаю, но я не хочу рисковать Атрейем. Лучше соображай быстрее, иначе кто-то примет это решение за тебя. Готово? Готовее некуда. Но... Это и впрямь ты. Ты наконец вернулась. Да. Отпразднуем. Ты сядешь на трон, начнем заново. Мы снова будем вместе, а? Как в былые деньки. Я не останусь. Не понимаю. Ты здесь. Вместе мы смогли бы вернуть то, что наше. Я только вернула себе то, что мое. У меня много дел. Ты ведь видела, что стало с миром, так? Неужто тебе все равно? Сомневаешься в моей верности? Ванахим от меня отвернулся. Все не можешь забыть старых обид? Я должна была спасти как можно больше наших людей. Это была моя обязанность. Ты не принимал это всерьез тогда-то, и теперь, похоже, тоже. Думаешь, для меня это все игра? Да. Твой безумный супруг отнял абсолютно все, что у нас было. Его родичи попытались сжечь меня. И как я должен был поступать? Как мой брат! Как тот, кто с детства всегда меня поддерживал. И тот, кого всегда поддерживала я, даже несмотря на его эгоизм. Я думала, что ты найдешь меня. Что хотя ты зол и обижен, ты не бросишь меня, когда я в тебе нуждаюсь. Фрея, прошу, я думал, ты мертва. Я столько лет жил с теми жестокими словами, что сказал тебе. Представляешь, каково это? Знать, что твое себялюбие погубило самого дорогого тебе человека. Бросить тебя. Фрея. Я скорбел. Я так по тебе тосковал. Я тоже, Ингви. Но теперь я свободна и не хочу быть привязанной к еще одному миру. Я пришлю подмогу. И однажды вернусь. Обещаю. Этот мир уже давно тебе не дом, да? Делай то, что должна. Так, ну все, хватит. Вам что, делать больше нечего, кроме как глазеть на семейные дрязги? Вы двое, пошли. Да не ты! Я хочу обсудить с вами пару вещей. Во-первых, заберите свою голову.
Во-вторых, я чую на твоем луке магию печатей. Пожалуй, я украду эту идейку. А тебе дам взамен заклятие звука. По рукам? Хорошо. В-третьих, раз вы отправитесь дальше, стоит упомянуть, что мы с Синдри держим ночлежку для безработных богов. Как надоест морозить задницу в Мидгарде, приходи с бородачом, проведай своего друга Тюра. Это очень мило, Брук. Очень может быть. Ну что ж, ладно, тогда встретимся дома. Или, если надо, могу что-нибудь смастерить. Ну, брат, потолкуем с нашими новыми союзниками. Извините, у вас не найдется времени помочь девушке? В чем дело? Я мастерила всякую всячину для жителей поселений в дельте реки. Как явилось воинство Одина, я смоталась оттуда быстрее, чем Тацельвурм с подпаленным хвостом. Так спешила, что оставила там пару незаменимых вещей. И каких же? Ну, не пару, а одну. Сферу. Можете найти? Я была бы очень признательна. Что это? А если вам попадутся мои старые шедевры доспешного дела, я могу из этого старья смастерить для вас что-нибудь оригинальное. Что это за сфера? Просто принесите мне ее сюда, и я буду прыгать от счастья. О, и если наткнетесь на мою броню, тащите сюда. Я для вас бесплатно золотаю. Как думаешь, брат, что за сферу мы ищем? Понятия не имею. Можно спросить, почему путник пошел за моим братом? Когда мы встретились, я был сломлен. Истина, которой я служил всю жизнь, оказалась ложью. Господин Фрейер помог мне снова обрести себя. Помог найти что-то, во что можно верить. Узнаю Фрейра. Бог вторых шансов. Он спас меня, дал мне семью, дал цель. И за то и другое я готов умереть. Спасибо. Ему с тобой повезло. Расскажи о собаке в лагере. Господин Фрейер нашел ее еле живую в джунглях. Наверное, она сбежала с фермы к северу отсюда. Там разводят блёдхундер. Мы ему толковали, что ее уже не спасти, но он не отступился. Она поправилась. И с тех пор стала одной из нас. Она чудесная. Она чиста сердцем. Она верит, что ты хороший, даже если сам не веришь. Может, попросит? Это невежливо. Что невежливого в просьбе о помощи? Бюгвер, любовь моя, не отвлекайся. Нити нужно класть чаще. Ваш союз необычен. Думаю, Кратос хочет сказать, что прежде не видел, как светлые и темные эльфы работают бок о бок. Славное зрелище. Надеюсь, однажды оно станет привычным. Мимир сказал, ты не боишься приключений. Если дорога заведет тебя в запретные пески Альфхейма... Это спорная территория за равнинами. Говорят, есть святилище, где старейшины спрятали от нас некоторые артефакты. Все, что может пролить свет на историю Альфхейма, пойдет на пользу. Раскрыть тайны истории? Такие приключения по мне. Нас двоих свело именно знание общего происхождения эльфов. Но история об Альфхейме до разделения на светлых и темных запрещены. Но тебе это не помешало о них рассказывать. Потому ты и очутился в тюрьме. Там-то мы и встретились. Сперва мы были врагами, но сбежали уже друзьями. Больше, чем друзьями. Так, все, замолчи. Понял. Удачи вам там. Можно спросить, ты скучаешь по Альфхейму? То есть, скучаю ли я по свету? Скучаешь? Честно? Я еще чувствую его зов.
Когда ты рядом с ним, ничего другого уже не нужно. А если ты далеко, то считаешь минуты до той поры, когда снова сможешь его испить. С другой стороны, светом нельзя наесться. Он не играет музыку, не шутит, не открывает тебе новое. Он как бег на месте. И чем дольше я без него, тем больше понимаю, что он на самом деле такое. И мне он больше не нужен. Спасибо за прямоту. А меня никто не хочет спросить, скучаю ли я по свету? Конечно. Прости меня. Они не нарочно, милая. Просто ты обычно неразговорчива. Я скажу им. Нас с рождения учат, что свет это главное. Старейшины твердят, что мы воюем за него. Но знаете что? Это вранье. Я это не только улей, не только воин. Светлые эльфы, темные. Все эльфы одинаковые. Упрямы, безмозглы, как мотыльки, ослеплены своим светом. Но я не такая. Я взглянула во тьму и нашла там родственные души. Свой дом. Все. Больше мне сказать нечего. Теперь уходите. Спасибо, что поделилась. Эй, не знаю, в чем ты ей помогал, но я рад, что у вас вышло. Я все еще толком не понимаю тебя или твои цели, но пока ты не предашь ее, я не предам тебя. Ты что-то ищешь? Можем уйти тем же путем, что пришли. Ты закончил, Кратос? Лунда, ты случайно не знаешь, как твои друзья, темные и светлые эльфы, в этом замешаны? Ты про Бюгвера и Бейлу? Ну, они оба побывали в плену у одной из сторон, а может, у обеих. Вместе сбежали, и с тех пор их друг от друга за уши не оттащишь. Темный и светлый эльф, сбежавшие вместе? Это риск. Любовь — это всегда риск. Тем она и хороша. Да, примерно как расплавленный сыр. Лунда, что ты знаешь о Биргере-путнике? Не особо много. Он парень неразговорчивый. Как я поняла, он одно время следовал тропой путника, но потом случилось что-то такое, что заставило его резко с нее свернуть. Знаешь, что он видел? По-моему, он разглядел, куда ведет эта тропа, и перспектива ему не понравилась. Небось, когда он понял, что плясал под Одинову дудочку, у него все в штанах скукожилось. Я помню, где должен быть проход. За мной. Кажется, по достижении цели ваши отношения стали налаживаться. Могу я надеяться на то, что этот союз продлится? Мне кажется, сейчас у нас есть общий враг. Кратос, пусть ты не считаешь, что Рагнарёк неотвратим, но все-таки ты осознаешь, что Один опасен. Что бы ни случилось, вместе у нас больше шансов выжить. Ты согласен? Да. А о том, что предлагал Брок?
Как думаешь, ты смогла бы жить под одной крышей с двумя бывшими врагами и не поддаться искушению отомстить? Не буду я тебе мстить. И тебе. Даю слово. Вон, посмотри. Таких замков ты еще не видел. Чтобы его открыть, надо заколдовать резец. Бруно. Давай, высеки букву. Суна. Это за... Суна. Славно! Духу сотрудничества открываются все двери. А, он всегда так выражается. Снова лианы на пути. Ты помнишь, что делать? Там в реке упавшее бревно. На нем что-то мне незнакомое. Готов. Так это правда? Тюр жив? Ну, он не в лучшей форме. Пока что спит в чулане. Надо дать ему время. Как вы его нашли? Спасибо Атрею. Он отыскал пророчества, которые великаны хранили для своего народа. Мы узнали об этом только когда к нам заглянули Тор и Один. В ваш дом? Он уцелел? Чудом! Но эта стычка нужна была лишь для того, чтобы отвлечь нас, пока Один говорил с Атреем. Один с глазу на глаз с твоим сыном? Знаешь, о чем они говорили? Да. Атрей сказал, Один пригласил его в Асгард, чтобы помочь ему найти ответы. Ради которых он так несется навстречу судьбе. Это тревожно. Если ты готов с ним поговорить, врата прямо впереди. А если нет, есть у меня здесь одно дело, и мне пригодилась бы помощь. Или можно отправиться в то эльфийское святилище в пустыне. Если хочешь отправиться дальше, придется убрать это бревно из реки. Что это такое? Эмблема Скирнера. Он считал себя самым умным. Ладно, теперь можно плыть дальше. Надеюсь, мы сможем справиться с багажем.
Что за незавершенное дело? Я кое-что оставила у водопадов, На месте своей свадьбы? И зачем тебе туда возвращаться? чтобы обрести свободу от уз брака и от Асгарда. Ты ведь уже давно порвала эти узы. Не совсем. Не до конца. Веди нас. В давние времена мой народ поселился на этой реке. Тысячи паломников проходили здесь по пути к святилищу. Но затем явились асы. И вот все, что осталось. Фрейя, твой брат сказал, асы сожгли его. Да. Тогда мы еще не воевали. Но отношения ванов и асов давно были враждебными. Фрейру взбрело в голову, что если мы поделимся с ним своей магией, вражда угаснет. Он решил научить их, как получать щедрый урожай, которого хватит на весь народ. В благодарность за это его сожгли. Верно. Асы были слишком нетерпеливы и взбалмошны для утонченной магии ванов. Когда все пошло прахом, они обвинили учителя. Значит, Фрейр был гостем, когда Один его сжег. Не совсем. Сделаем пока что паузу. Я жду и терплю. В чем дело? Прошу, не мешайте мне молиться. Я жду Фрейю, исцелительницу. Я здесь. Она меня вылечит. Я служила ей верой и правдой. Она ни за что не бросит. Это я, Фрейя. Что тебе нужно? Лишь она может вылечить меня. Жрицей, тенником и костянкой. Надо ей помочь. Она просит лекарства, но она мертва. Она в ловушке и не знает о собственной смерти. Принесем ей то, что нужно, освободим ее. Ты уверена? Я должна что-то сделать. Ей нужны жрица, тинник и костянка. Мы их найдем. Пожалуйста, принесите мне лекарство.
Это жаровня. Она помогла бы против лиан. Прекрасно. Что ты нашел? Как ты просил. Песнь Нёки! Готовься! Пусть эта тварь заткнется! Алка! Справа! Будет взрыв! Осторожно! Эй, слева! Эту хворую душу. Нет. Была пора, когда я знала всех своих людей в лицо, но... Кажется, боги живут слишком долго. И я тоже так думал. Еще один мост. Его нужно опустить. Хорошо. Осталось добыть еще один ингредиент. А потом что? Я все исправлю. Что-то интересное, брат? На этом дереве что-то подвешено. Может пригодиться.
Нужно как-то перекинуть огонь с одной стороны на другую. Похоже, сработало. Получилось. Еще один ворон отправился к древу мертвых. Может, нам тоже стоит туда прогуляться? Мы нашли все, что нужно. Вернемся к больной душе. Ты можешь излечить мертвого. Я обещала заботиться о своем народе. Ты ведь ее даже не помнишь. А она тебя. И что? Ладно, давай вернемся. Будет взрыв! Осторожно! Фрейя, меня заинтересовало несколько необычных растений. Твой интерес – твоя беда. Я не обязана во всем тебя просвещать, Мимир. Я просто хотел И спросить. тебе ответили. Да, не поспоришь. Мы собрали растения. Неужто ко мне возвращаются жизненные силы? Я чувствую Фрейю. Я пришла. Я знала, вы вернетесь. Пусть другие и проклинали вас. Спасибо. Теперь отдыхай. Ты это заслужила. Спасибо, моя госпожа. Я и впрямь устала. Продолжим путь.